Он всегда жил на предельной скорости. Казалось, он пытался обогнать само время. Александр Абдулов – человек-праздник, любимец миллионов. Ему было подвластно все – и комедия, и драма, и сердца самых красивых женщин страны. Но мало кто знал, что за этой белозубой улыбкой скрывалась постоянная боль и страх не успеть. Почему судьба подарила ему главное счастье – родную дочь, всего за несколько месяцев до конца? И о чем молчал великий актер, когда врачи вынесли ему страшный приговор? Сегодня мы вспомним Александра Абдулова, человека, который словно свеча сгорел, чтобы светить другим. Свою жизнь он начал далеко от московских софитов, в солнечной Фергане. В семье, где театр был не просто работой, а воздухом. Отец, Гавриил Данилович, режиссер, строгий, требовательный. Мама мягче, но тоже из театральной среды. Маленький Саша рос за кулисами, среди декораций и костюмов. Но, как это часто бывает, он мечтал совсем о другом. Ему нравился спорт, фехтование, музыка, Битлз. Актером он становиться не собирался. Первый выход на сцену запомнился ему надолго. Пятилетнему Саше нужно было выйти и громко крикнуть всего одно слово «Ленин». Но от страха он забыл текст и просто молча стоял под светом рампы. Зрители смеялись, а отец после спектакля был мрачен и холоден. В тот момент сын режиссера впервые почувствовал, что сцена может быть жестокой. Шли годы. Окончив школу, Саша все-таки решил попробовать поступить в театральный вуз в Москве. Казалось, судьба подталкивает его к профессии актера. Но экзамены он провалил. Возвращение домой было тяжелым. Никакой жалости от отца. Вместо этого он отправил сына работать простым грузчиком в театр. Тот же театр, где вчера Саша мечтал о сцене, стал для него местом тяжелого труда. Он таскал огромные декорации, мыл полы, помогал монтировщикам. Никаких поблажек, несмотря на то, что он сын режиссера. Этот год стал переломным. Наблюдая за актерами из-за кулис, слыша репетиции, видя, как рождается спектакль, он впервые по-настоящему полюбил театр. Он понял, сцена – это не про славу, а про работу, через боль в спине, через усталость и пот. Либо ты пашешь до седьмого пота, либо ты никто. И уже через год он снова поехал в Москву, на этот раз с другим настроем. Судьба все-таки улыбнулась ему. Учеба, первые роли, первые встречи с настоящими мастерами. И одна из самых главных встреч в его жизни – Марк Захаров. Худрук Ленкома увидел в худощавом долговязом юноше что-то особенное. Поговаривали, что Захаров сказал: «Таланта пока не вижу, но фактура редкая». Так Александр оказался в Ленкоме, театре, который станет для него домом и сценой его главных побед. Очень скоро весь Советский Союз заговорит об этом светловолосом красавце с ироничной улыбкой и грустными глазами. Но если на сцене и в кино все шло по восходящей, в личной жизни у него было куда больше сложностей, чем казалось со стороны. В 70-е и 80-е у страны появилась новая королевская чета – Александр Абдулов и Ирина Алферова. Они были невероятно красивы вместе. Ее восточная, немного загадочная красота, его открытая улыбка и мальчишеский задор. Их фото украшали обложки журналов, их показывали по телевизору, о них писали газеты. Казалось, что это и есть та самая идеальная любовь, о которой мечтают миллионы. Они снимались вместе, выходили на премьеры, давали совместные интервью. Для зрителей они были воплощением сказки. Но за дверью их квартиры все было далеко не так безоблачно. Ирина – тихая, домашняя, закрытая. Она мечтала о простом женском счастье – дом, семья, уют, спокойные вечера. Александр – ее противоположность. Человек-праздник, душа любой компании. Друзья, застолья, разговоры до утра. Он мог в 3 часа ночи привести в дом целую компанию, и Ире приходилось накрывать на стол, улыбаться, хотя сил уже не было. Он очень любил ее дочь Ксению от первого брака. Воспринимал как родную, заботился, переживал. Ксения выросла, считая его своим настоящим отцом. И когда она узнала правду, это стало для нее шоком.
Но их связь от этого не стала слабее. В этом был весь Абдулов. Если он кого-то принимал в свое сердце, то навсегда. Однако сохранить брак не удалось. Слишком много было различий в характерах, в образе жизни, в понимании счастья. Развод стал тяжелым ударом для обоих. Они расстались без публичных скандалов, но с глубокой внутренней раной. Для миллионов поклонников это было непонятно. Как такая красивая, идеальная пара могла распасться? Но жизнь редко совпадает с красивыми кадрами из кино. После развода в судьбе Абдулова было и болезненное одиночество, и громкие романы, и бесконечная работа. Он по-прежнему оставался любимцем публики, но все чаще повторял, что домой возвращается в пустоту. При всей популярности в нем всегда жила какая-то внутренняя неустроенность, нехватка простого человеческого тепла. Казалось, он уже смирился с ролью вечного холостяка. В его жизни было много женщин, много страсти, много красивых историй, но не было того тихого счастья, о котором он когда-то мечтал. И именно тогда, когда казалось все уже решено, судьба решила сделать ему подарок напоследок. В его жизни появилась Юлия Милославская. Моложе на 20 с лишним лет, но удивительно созвучная ему по душе. С ней рядом он вдруг перестал быть просто обаятельным хулиганом и балагуром. Друзья говорили, он изменился. Тот самый человек-вулкан, который раньше не мог усидеть дома, теперь спешил именно туда, в свою крепость, к жене. В его доме впервые воцарились тишина, покой и настоящее тепло. А в 2007 году произошло чудо, о котором он, по его собственному признанию, уже и не мечтал. В марте у Александра Абдулова родилась дочь Евгения. Ему было 53 года. В зрелом, уставшем от жизни мужчине вдруг проснулся счастливый мальчишка. Он носил крошечную девочку на руках, показывал друзьям фотографии, мог часами смотреть на то, как она спит. В одном из интервью он признался: «Я только сейчас по-настоящему понял, зачем живу». Но именно в тот момент, когда ему наконец стало по-настоящему хорошо, когда рядом были любимая женщина и долгожданная дочь, судьба нанесла удар, от которого уже нельзя было уклониться. Летом 2007 года на съемках в Балаклаве ему внезапно стало плохо. Острая боль, подозрение на язву, срочная операция. Но во время вмешательства врачи увидели то, что перевернуло все. 4-я стадия рака легких. Болезнь, которая долго скрывалась, почти не выдавая себя, а теперь не оставляла практически никакого шанса. Для любого человека такой диагноз звучит как приговор. Что уж говорить о человеке, который всегда жил в бешеном ритме, мечтал, строил планы, только что стал отцом маленькой девочки. Он боролся как мог. Лечился, ездил за границу. Пробовал разные методы. Но главное, он почти не позволял себе слабости на людях. Не любил, когда его жалели. При близких он шутил, улыбался, старался говорить о будущем. Продолжал работать, сколько было сил. Будто надеялся, что если не остановится, то и болезнь отстанет. Он всегда так жил, на износ, на пределе, и в болезни не изменил себе. Новый 2008 год он встретил уже тяжело больным. Врачи. Больничная палата. Кислород. И все-таки он попросился к родным, хотя бы на несколько часов. Он очень хотел быть рядом с мамой. С женой. С маленькой Женечкой. Говорят, он смотрел на них долгим, внимательным взглядом, как будто старался запомнить каждую черту. Как будто понимал, что времени больше почти не осталось. 3 января 2008 года сердце Александра Гавриловича Абдулова остановилось. Ему было всего 54 года. Он ушел так же, как и жил, стремительно. Сгорел за считанные месяцы, как яркая спичка, вспыхнувшая в темноте. Для миллионов зрителей это было потрясение. Казалось, такие люди не должны уходить. Они должны жить вечно, как их герои на экране. Сегодня его дочь Евгения выросла. На редких фотографиях, которые появляются в прессе, видно, она поразительно похожа на отца.
Те же глаза, тот же упрямый, волевой взгляд. Жизнь продолжается, как бы жестоко она ни обрывала самые дорогие нам связи. Но такого, как Александр Абдулов, действительно больше не будет. Слишком искренний. Слишком живой. Слишком настоящий для этого жесткого мира. А вы каким запомнили Александра Абдулова? Какие его роли навсегда остались в вашем сердце? Может быть, медведь из «Обыкновенного чуда», фагот из «Мастера и Маргариты» или герой спектаклей Ленкома? Напишите об этом в комментариях. Давайте вместе вспомним великого артиста и сохраним о нем светлую память.